Здравствуйте! Всем привет и здравствуйте, мои дорогие, уважаемые друзья! Сегодня в медитации мне пришла такая тема для вас. Я увидела всех вас, которые волнуются об том, какие мысли о вас у него. Может быть, он вас не понял, может быть, у вас больше любви к нему, чем у него к вам, или же вы его не понимаете, а он вас. Другими словами, или вы в разлуке, или вы живете вместе, но по какой-то причине у вас не получается открыть друг другу сердце, потому что напряжение есть. Какие мысли сегодня посещали его о вас? И, конечно, чувства. А также, может быть, что вы познакомились с человеком. Я посмотрю на Ленорман и на Таро. Это карты Академии Таро. Бывает так, вы познакомились с человеком, а вы не знаете, что он о вас думает. Вы не знаете, понравились ли вы ему. Вы ничего не знаете этого. Вот. По этой причине, какие же мысли посещали его о вас сегодня? Я просто хочу сделать подставку, чтобы вы немножко увидели тоже стол. Вот. Какие же мысли все-таки его посещали о вас в тот момент, когда вы смотрите, мои дорогие? Вот мы сделаем такой с вами расклад, небольшой, но очень информативный. Какие мысли о вас посещали сегодня мужчину? Можно загадать его взгляд, его энергию. Энергия передается через запах человека. Это его парфюм, конечно, смешанный с его собственной такой энергией. Духовная энергия, конечно, в запахе тоже очень сильно у человека заложена. Но это такая составляющая гамма. И можно назвать свое имя своим голосом. Это будет мантра, которая будет ключом, вашим ключом к этому раскладу. Начну я с Таро, и мы посмотрим, какая мысль сегодня посещала мужчину о вас, загаданного вами человека. Иногда так получается, вы думаете, не резонирует, но выходит на связь человек, который, может, будет, или который другой думает о вас. В общем, каждый раз из расклада можно получить толк и пользу. Итак, какие же мысли его посещали сегодня о вас? Это он, король меча, или же это вы, может быть, у некоторых проиграется. Посмотрите, какая мысль интересная, да, посещала его. Это король меча. Может быть, он обижался сам на себя и говорил, что ему стыдно, что он сказал лишнее, что он вас унизил, может такое быть. И вот эти птицы означают, что он хочет понять, он хочет докопаться до истины, потому что птица – это связь духовного, то есть невидимого мира с видимым. И, может быть, он так поступил, сказал вот из-за этой связи видимого и невидимого мира. Потому что мужчина вполне возможно как бы имеет характер своих предков, и он, в общем, с одной стороны виноват, а с другой стороны нет, потому что ведь мы же не выбираем, от кого родиться и какие гены в нас воплотятся. Да? С одной стороны, мы, можем работать над этим, чтобы стать более культурным, воспитанным человеком, а с другой стороны, мы не выбираем это. Так что вполне возможно, что он резкий. И если я спрошу, какие мысли посещали его, вот такого резкого мужчину, о вас, но он жалеет, что он вас обидел, он не подумал, раздражен был, как обычно он бывает раздражен, да? Кто он, по мнению высших сил? Вот интересно, какая энергетика сейчас, в тот момент, когда вы смотрите, как высшие силы видят вашего человека? Десятка жезлов, изнеможденного, уставшего от жизни, от каких-то неприятностей на работе, уставшего от перипетий судьбы, может быть, от придирок других людей, от начальника, от deadlines, то есть от того, что нужно сделать что-то в нужный момент, и он постоянно чувствует напряжение. Если мужчина выпивает, конечно, это очень плохой способ сбросить напряжение или что-то другое. Например, у него есть привязанность какая-то другая, да. А кто вы, по мнению высших сил сейчас? Это паж жезлов. Но это, с одной стороны, неплохо, потому что он жезловый, вы жезловая.
С одной стороны, это совсем неплохо. Это говорит о том, что вы с ним на одной волне. Вы оба жезловые люди. У вас есть любовь друг к другу, у вас есть то, что вас объединяет. Видите, какие карты здесь? Четко видно и прямо. Да, да, может быть, он и уволился, может быть и такое. Может быть, он и уволился с работы и сейчас думает: боже мой, за что же я буду жить? Да за что же я буду жить? Он думает: за что же я буду жить? Как будет дальше? И характер у меня плохой, и за что я буду жить, и женщина я не умею, какой-то я не мужик, какой-то я не мужик. Понимаете? Какие мысли посещали его сегодня о вас? Ну, Верховная Жрица очень хорошая карта. Это может быть, вы его содержите, что у вас больше зарплаты, или у вас больше энергии, больше ума, больше дипломатии в отношениях. И здесь, если вы, может быть, осваиваете новую профессию, новое дело, может быть, вам надоело работать на той работе, которая вы есть, может, вы даже уже бросили ее, оставили, или новую ищете, или ищете вообще, как заниматься своим делом каким-то. Но Верховная Жрица – это очень хорошая карта. Какие мысли посещали его сегодня о вас? Конечно, очень хорошие. Мысли о том, что какая вы умница. Вот именно по Верховной Жрице это какая она умница, он говорит о вас, сам себе. Да? И если вы думаете, что у вас есть соперница, по Верховной Жрице я не вижу соперницы. Я вижу, что, может быть, это или старшая его женщина, или его мать. Такая может быть соперница. Да? Но он говорит сам себе о вас, какая все-таки она умница. Как мне далеко вот не дотянуться до нее, она умнее меня. Вот это так, да. Верховная жрица, конечно, старший аркан. Так что здесь мысли неплохие, хорошие, можно сказать. И давайте посмотрим, какие чувства посещали его сегодня. Чувства. Ой, башня. Вообще очень раздражен, удручен, можно сказать, да. Тоже старший аркан. Вот смотрите, мысли – это верховная жрица, а чувство – это башня. Вообще удручен, просто разбит, раздавлен. Может быть, он раздавлен из-за того, что между вами конфликт произошел. Может быть, он раздавлен из-за своих каких-то дел личного качества, профессионального или личного. Но он раздавлен полностью. Чувство подавленности, чувство безысходности. Башня – это самая тяжелая карта в колоде. Она передает его темные чувства, недовольство собой, недовольство жизнью. У некоторых может проиграться, что даже недовольство вами. То есть он говорит себе, что вы не оправдали его надежды. Это вполне возможно. Что опять вы поссорились, опять вы, так в народе говорят, поругались. Вот. Угу. Может быть, он вас в чем-то подозревает, вы его в чем-то подозреваете, у всех по-разному проиграется, но из-за этого может быть ссора. Кстати, вот башня может показывать финансовое крушение надежд. Поэтому ссора может быть у некоторых из-за денег или за что. Его родители там что-то не дали, и ваши чего-то не дали, обещали. В общем, поссорились из-за каких-то обстоятельств или третьих лиц. Это вполне возможно, но эта карта очень тяжелая. Он, конечно, нервничает, переживает из-за ссоры. Ну, теперь давайте я возьму карту все-таки совета. Вот именно на сегодняшний день, когда вы смотрите, стоит ли вам вкладываться в него, продолжать отношения строить, есть ли в этом какой-то смысл или вообще никакого смысла нет. Ну что-то, жезловая карта. И как эзотерик скажу, это самая лучшая карта в колоде. Потому что это когда все светлые силы, ангелы, Творец, все с вами заодно. И все хочет вам помочь.
принципе, высшие силы хотят вам помочь восстановить с ним отношения. Да, мужчина по судьбе, может быть, он у многих кармический, это кармический узел из прошлой жизни, потому что башня часто показывает кармический узел. И потому что он король меча, и башня выходит, да, вот по королю меча кармический узел. Почему? Потому что так, и с ним плохо, и без него плохо. Вот это и есть кармический узел. Это может быть вполне. Но Вселенная хочет вас помирить. Это восьмерка жезлов. И это есть такие тоже люди, которые верят в вашу пару. Да, есть негативные люди, я уже говорила об этом по карте башня, которые спят и видят, чтобы вас разлучить, помешать вашим отношениям. Но восьмерка жезлов говорит, есть и другие люди, они как ангелы. Вы можете их знать, или вы можете даже их не знать. И, может быть, вы думаете, почему он не женится, он обещал, или почему он тянет, это длится годами, да? И это вас раздражает, потому что, с одной стороны, вы его любите, а с другой стороны, вы ненавидите за его медлительность такую, да, или за его негативное отношение к чему-то. По карте башни он иногда появляется, иногда пропадает. Но восьмерка жезлов говорит, все-таки Вселенная подталкивает его к вам, потому что вы, может, ему дарите энергию, может, вы такой донатор энергии для него, или вы ему в чем-то помогли, может, материально или ментально, эмоционально. Сильное чувство, потому что 8 жезлов – это очень сильное чувство, очень сильное. Что-то в природе есть такое, что тянет вас друг к другу, очень тянет вас друг к другу. И несмотря на препятствия, я здесь вижу, что у вас еще может быть встреча, у многих так проиграется. Да. Кстати, у некоторых по карте башня вот думает, чувствует, любит, но ничего не может пообещать, потому что знает, что обстоятельства выше его. По карте башня обстоятельства выше его. Поэтому ничего не может пообещать пока. Но по восьмерке жезлов я смотрю, что обстоятельства могут поменяться. Это ветер перемен. Понимаете? Обстоятельства могут из негативных поменяться в позитивные. В позитивные. Давайте вам совет возьмем. Еще один совет возьмем вам, да? Потом я перейду на Ленорман, у меня здесь еще есть. Ой, это карта смерть, карта трансформации. Знаете, у некоторых проиграется, что с этим мужчиной вам лучше вот как бы оставить все на время. Не то чтобы заморозить отношения, но знать, что вот эта карта говорит, должно пройти время, когда забудется то плохое, тяжелое, что сделали другие люди, в кавычках, для вашей пары. То есть помешали вам. Может быть, нужно, чтобы прошло время. Время лечит по этой карте смерти. Трансформация отношений. Когда он поймет, как ему плохо без вас, дайте время. Знаете, как выдержанное красное вино. Дайте выдержаться этому всему. Да? Дайте выдержаться. И еще вот по карте смерть бывает так, что мы вкладываемся в мужчину во много раз больше, чем он вкладывается в нас. Но Венера, она все так на весы расставляет, да, потому что не зря же Венера покровительствует весам. Это такой знак зодиака, у которых Венера планета-управитель. Не зря. Она все взвешивает. Она так на первый взгляд там вышла из пены, такая вся, ну, красавица, желанная женщина. На самом деле она не такая простая, как кажется. Венера все взвешивает, все ставит на весы. Люблю тебя настолько, насколько ты любишь меня. Забочусь о тебе настолько, насколько ты заботишься обо мне. Потому что когда мы вкладываемся в человека больше, чем он вкладывается в нас, вот тогда наступает этот момент прозрения, когда мы переутомляемся, когда мы жестоко обмануты, когда мы жестоко обижены.
когда мы вкладываемся, а в нас не вкладываются. Это касается не только отношений, тоже на работе. Иногда на работе мы очень сильно вкладываемся, на работе, понимаете? А в нас никто не вкладывается так, как мы вкладываемся в них, или в отношениях. Когда мы несчастны, когда мы вложились на больше, чем получили дивидендов. На работе это деньги, в доме это любовь, забота и так далее. То есть карта смерть и башня, да, две такие карты, показали вам четко, что занимайтесь спокойными домашними делами, собой, вкладывайтесь в себя. Он придет еще с повинной, но вы не будете тогда иметь вот эту, знаете, bitterness, это такое отчаянное положение, когда вам жалко себя за то, что вы посвятили свои годы и годы потратили на ожидание человека. Да, он созреет, он придет, он такой позднего развития, он созреет постепенно, но стоит ли вам ради этого годы своей жизни, особенно вот эти годы, когда вы красивая, молодая, когда вы можете брать от жизни все, что хотите, да? Итак, смотрим дальше на этих картах такую же тему. Что он сегодня думал о вас? Думал ли он о вас вообще? Ну, вы вышли сами. Это карта госпожи. Смотрите. 29-я карта в Ленорман – это карта вопрошающего. Это того человека, который пришел ко мне сюда на видео, чтобы посмотреть правду об отношениях. Вот эта карта ваша. Все очень просто. Вы были в его мыслях целый день сегодня. Целый Божий день. Что бы он ни делал, чем бы он ни занимался, он думал о вас. Вот так его прошел сегодня день. Такая карта, да? Потрясающая. Он думал о вас. Целый день. Целый Божий день, дорогие мои. Это четко. Это как 100% у очень многих. У всех проиграется. Даже если вы с ним давно не виделись, именно сегодня вы были в его мыслях целый день. Посмотрим его чувства. Лилии. Очень хорошее чувство. Лилии вообще-то карта, видите, бывалый мужчина, взрослый или же новый знакомый. Кстати, у многих это новый знакомый. Или вы уже знакомы, или вот-вот познакомитесь. Да, карта Лилии – это может быть новый мужчина, который уже видит вас, знает вас, слышал о вас, ищет возможности познакомиться. Ну вот смотрите, чувство, да, Лилии – это на всю жизнь чувство. Это когда мужчина привязан к вам, это как близнецовое пламя или же друг души. Такие эзотерические принципы, но это когда привязан человек к вам, когда вы у него не выходите из головы. Он хочет, чтобы вы были счастливы, он хочет быть вашим спасителем, вашим помощником, вашим покровителем. Это очень хороший знак, вообще хороший знак. Ключ. Ключевой мужчина, вы у него ключевая дама сердца. Даже если у вас сейчас какие-то трудности, дорогие мои, с таким раскладом, я вообще знаю точно, что мужчина сейчас именно думает о вас. Только, может быть, не дает о себе знать, не умеет сказать. Но то, что он думает о вас, это однозначно. Что еще сейчас у него на сердце, да? Может быть, он не оказывает знаков внимания, потому что топорный, вот такой необразованный, некультурный, не умеет. Но он точно думает о вас постоянно. Постоянно.
Почему тогда он молчит, если думает о вас? Ну, развилка, на нем может быть приворот, на нем может быть влияние обстоятельств, третьих лиц, другой женщины, матери. На нем есть какое-то негативное воздействие. Это карта развилка. У некоторых так проиграется, что мужчина думает о вас постоянно. Вы ключевой человек для него. Если я возьму карту ключ вместе развилка, это может быть на него навешали какие-то замки. То есть дали ему ложные установки, какие-то враги ваших отношений. Да. Какое-то на нем есть воздействие. Кто-то им манипулирует, другими словами. Сейчас он одинок. Если вы не с ним, то он не с другой. Вот смотрите, даже если вы думаете, что он с другой, я же доверяю картам, именно в тот момент, когда вы смотрите, он один. И ему нелегко, потому что пиковая масть. Он страдает, вы страдаете. Пиковая масть – это масть страдания. Масть страдания. Кто он, по мнению высших сил? Собака. Ну, он может. Он может любить, он может дружить. Он может быть хорошим, добрым, если захочет. Но ему нужно постараться таким быть. Потому что карта собака – это карта любви, преданности, верного сердца. Он может, если захочет. Может быть и домашним, и добрым. Может быть. Если вы смотрите на кого-то, кто вот женился, а вы его продолжаете любить, здесь нужен ритуал. Кстати, мои ритуалы не за деньги, все бесплатно. Но нельзя любить того, который только что женился. Вы себя обкрадываете, вы даете энергию человеку, который сейчас в параллельной реальности живет. Итак, кто вы, по мнению высших сил? Лиса. Смотрите, вот за что купила, за то и продаю, дорогие мои. Он, по мнению высших сил, собака, а вы лиса. Вы скажете, я не лиса, лиса – это плохая карта, это карта разлучницы. Кто-то из вас разлучница. Такая ваша судьба. Кто без греха, пусть бросит первый камень, не в этом дело. Если мужчина ушел от одной женщины к другой, или обманывает, или в треугольнике, этот мужчина предатель по жизни. Он и от этой новой тоже может уйти. Да? Так что здесь вот такая вещь. Вы лиса, не обязательно, что вы разлучница, но такое тоже может быть. Но иногда девочки не понимают, что разлучница, он хороший, но она его увела. Он же не бык, не бычок. Он же человек. Что значит она его увела? Значит, он уже готов был изменить. Понимаете? Он готов уже был это сделать. Да, то, что она познакомилась с мужчиной, может, она и не знала, что он женат. Вот так может быть, да? А он скрывал это. Он уже готов был предателем стать. Зачем вам предатель? Но лиса – это же хорошая карта. Лиса, она заботится о своих маленьких. Может, у вас дети есть, вы заботитесь о них. Или ищите отца своим детям нового. Не ищите, этого никогда не будет, этого не нужно делать. Ищите себе подходящего человека. Дети через пару лет вылетят из гнезда. Вообще дети, это всегда другие люди. Не думайте об этом. Дайте им любовь и все, а они сами будут знать, что им делать. А лиса – это гибкий человек с гибким умом. Человек, который ищет свой путь и, невзирая на погоду, здесь она такая лиса летняя, а бывает еще в картах зимняя лиса, невзирая на погоду, ищет свой путь. Погода – это другие люди, не обращая на них внимания. Это хорошая карта, на мой взгляд. Это карта гибкости, понимания момента, понимания, что если мужчина меня не любит, не мой человек, или я не его человек, может быть и такое. Я же не богиня, чтобы все меня влюбились. У нас у девочек есть такой менталитет, он не очень правильный, напрягает очень такой менталитет. Может, это вы лиса, которая может быть успешная в делах, в бизнесе, независимая финансово. Любая женщина должна так делать, потому что положиться на другую мужчину, на другого человека, на мужчину, это всегда такая игра в русскую рулетку.
Ну вот, за что купила, за то и продаю. Вы лиса, по мнению высших сил. Вам нужно развивать в себе предприимчивость, да, самостоятельность, да. И знать, что вы красавица, и лиса, она самая красивая в лесу. Ну, самая красивая для себя и для того человека, кто будет ваш. Не там не нужно думать, что вы среди всех женщин самая красивая для всех мужчин. Были такие женщины, я знаю, в моей жизни была такая женщина, не скажу, кто она, но родственница, близкая. Это ошибочно, так нельзя. Вы лиса, вы красавица, а он собака. Смотрите, какой вы прекрасный тандем, да, как говорят, или как еще можно сказать. Так что в этом лесу жизни, вы лиса, а он собака. Подумайте об этой метафоре. Может, подумайте иногда об этой метафоре. А может, это другая женщина лиса. Вполне возможно. Он собака, может быть, он мягкотелый, ведь это можно еще и по-другому понять. Он мягкотелая собака, поэтому он, вот какая там его возьмет, кто он и идет. Зачем вам такой мягкотелый человек? Высшие силы показывают вам карту крысы. Еще одна тотемная карта. Это карта потерь. Может быть, вы сейчас с ним в разлуке, или есть соперница, хитрая, есть такая, которая увела его, ну, как, опять же, он бычок, которого можно увести, да, зачем вам бычок? Боже мой, сколько мужчин на свете. Кто-то вас поссорил, потому что крыса – это потери, мама его, ваша – это скорее всего, а потому что мама, не понимая это, внушает, что вам нужен какой-то миллиардер, красавец, которого в жизни не бывает. И она мешает вам жить. Или же это его мать, которая мешает ему жить. Но у вас какие-то потери есть. Может быть, вы потеряли просто интерес друг к другу, чисто чувственный, потому что время прошло. И любовь осталась, но она другая, другое качество любви. Но это может быть потери связи или же из-за обстоятельств. Например, на работу вы поехали в другое место, навестить родных, утеряна связь, поехал, пропал где-то и не видно. Но если пропал, поехал и пропал, не ваш человек, что у вас будет с ним дальше? Ну, смотрите, несмотря на потери, третьи лица, это как жизнь, это жизнь. У вас будет лучше, потому что карта якорь, понимаете? Да, будет лучше. Вот якорь – это как король пиковый. Да, это будет лучше. То есть мужчина, который повидал жизнь, и он понял, что ему с вами хорошо. Все. Это может быть. Да, кто-то наговорил, кто-то подклад сделал, кто-то обидел, кто-то очернил. Да, это все крысы. Может быть, это и лиса, это другой человек крысы. Но не в этом дело. Карта якорь все перекрывает. Это карта счастливого исхода. У многих девочек это вы помиритесь, но у некоторых, потому что это общий расклад, вообще общие расклады лучше всего, потому что они не зацикливают вас. Приватные расклады часто зацикливают, будьте аккуратны с этим, а общие никогда не зацикливают. Общие всегда терапевтические. У некоторых может проиграться, что вы другого найдете, очень надежного человека. Если смотрите на бывшего или кто только что женился, карта говорит, будет для вас тоже человек, ваш человек. Вот такие два расклада, мои дорогие. У меня всегда можно выбрать между одной или второй системой. Это или Таро, или Ленорман часто, или я беру, может быть, Кипер иногда, или какой-то оракул. Вот. В одном раскладе 2 колоды Таро или там 6-8 нельзя использовать, потому что тогда колоды, ну просто это неуважение к колодам. Да. Как бы, окей, эта колода сказала это, а что другая, ну что другая. На выбор другой разговор. Если бы я взяла 2 колоды Таро и сказала, выбери эту или другую. А если я беру разные системы, это можно. Здесь можно и на выбор, и ту, и другую смотреть для себя. Ну вот я вам как
человек, который авторские уроки разрабатывает, я вам говорю, что это вот правда в этом. Люблю вас, обожаю, медвежьи обнимашки из медвежьей лесной страны. Желаю вам счастья и будем видеться. Пока-пока, мои дорогие, пока-пока. И, конечно, это был эфир, поэтому все мои любимые друзья, кто пришел на эфир, я вас обожаю. Мне очень приятно было смотреть записи, и огромное спасибо, кто посылал денежку на развитие канала, чтобы канал жил и вам продолжал помогать, и на то, чтобы эта платформа, тоже работники каким-то образом получили зарплату в разных странах мира, кто делает эту платформу, технологии, чтобы мы могли с вами встретиться, потому что YouTube – это полезные технологии, понимаете? Есть еще люди, которые делают плохие технологии, как, например, я считаю, Цукерберг и Facebook – это очень ущербные технологии, но есть позитивные технологии, человек один, и вот YouTube поможет встретиться нам, и такие терапевты, как я, и мои карты могут работать, так что это замечательно. Поэтому огромное спасибо, но никто не должен ничего посылать, я просто говорю спасибо, потому что это культурно, никто ничего мне не должен. Наверное, мои дорогие друзья заметили мою елочку, это моя елочка. Я придерживаюсь, я, может, и не права, но я придерживаюсь того, что елка, она должна быть натуральная, да, нельзя... Елка, которая притворяется натурально, искусственно, но притворяется, мне кажется, это не так интересно, как авторское прочтение. Ну, вот это мое авторское прочтение елки. То есть это когда елка, она не притворяется натуральной, а она произведение искусства. Но это, конечно, не произведение искусства. Это я шучу, это шутка. На самом деле простые огоньки из Икеи. Я в каждом году в Икее покупаю украшения, потому что они авторские. Это, по-моему, лет 10 уже. Такие венки продавали. И вешалка из Икеи. Я просто шучу. Конечно, я несерьезно говорю об этом. Это, конечно, не елка. Конечно. И я вас очень люблю, мои дорогие. Желаю вам счастья. Приходите на эфиры, на мои старые и новые видео. Везде вы получите для себя помощь. Если есть человек, мужчина в вашей жизни, кто вас предал, или он с другой, или он вас любит меньше, чем вы его, или вы на работе, где вы выкладываетесь, а платят меньше. Я знаю по своему опыту, мои дорогие, теперь уже просто говорю как ваш терапевт, вот без карт, что когда мы вкладываемся намного больше, чем получаем назад, это неправильный закон природы. Как я сказала уже, Венера, она покровительствует не зря весам, она взвешивает. Если мы вложились больше, чем получили, мы всегда обижаемся. Поэтому всегда думайте, не вкладывайтесь перед тем, как вы не увидите, что человек готов в вас вложиться. Например, я в вас вкладываюсь, я всегда вам верный друг. Так что здесь преданная дружба. Я надеюсь, что вы будете тоже со мной преданно дружить. Вот это должно всегда быть на весах вот так, да. Люблю вас, обожаю. И, может, с наступающими. Вы можете посмотреть это видео в любое время года, и оно всегда вам поможет, независимо от сезона. Так что вот так. Будем видеться, добра, любви и счастья. Огромное спасибо за все записи. Я все читаю, всех люблю, кто пишет добрые слова. Огромное спасибо за ваш пальчик вверх, то есть лайк так называемый, потому что вы выразили эмоцию, и это не стоит ни денег никаких, но это хорошо выражать эмоцию. Скажу вам как гомеопат, эмоции нужно выражать. И также поэтому YouTube сейчас отменил пальчики вниз. Вы можете выразить эмоцию, если я вам не нравлюсь по какой-то причине. Но я не увижу этот пальчик вниз, и другие не увидят, потому что то, что нам не нравится, это не значит, что не нравится другим. Но эмоцию нужно выразить, конечно, в любом случае. Так что вы можете поставить пальчик вниз, но другой человек не увидит этого. Зачем? Зачем? Люблю вас, обожаю и знаю точно, что у вас будет все замечательно. Не хочется уходить,
Но я сделала вчера эфир на другом канале 2 часа, и это было слишком мне тяжело, мне было очень долго восстанавливаться. Так что я сегодня решила сделать покороче эфир. Вы уж извините. Но будем обязательно видеться. Я буду стараться делать больше эфиров в будущем году. И пусть у вас всегда будет просто все замечательно. Огромное спасибо спонсоры, кто ставил пальчик вверх, кто донаты делает на платформу. Огромное вам спасибо за добрые слова, за дружбу. Я желаю вам счастья. И до новых встреч. Пока-пока, мои дорогие.